Вы когда-нибудь слышали об Андре Гиганте? Он был самым большим человеком и величайшим рестлером, которого когда-либо видел мир. В этом видео вы узнаете полную историю его короткой, но замечательной жизни и узнаете, как живет его дочь сегодня. Действительно ли она такая же гигантская, как ее отец? Давайте узнаем. Андре Рене Русимов родился 19 мая 1946 года в маленьком французском городке Куламье в семье болгаро-польских иммигрантов, всего через год после окончания Второй мировой войны. Он был третьим ребенком в большой семье и вырос на ферме вместе с двумя братьями, Антуаном и Жаком, и сестрами Элен и Марисет. Андре не всегда был гигантом. В детстве он был совершенно обычным, просто еще одним ребенком, сливающимся с остальными. Но к тому времени, как ему исполнилось 12, он вырос настолько, что больше не мог поместиться на сиденье школьного автобуса. Его родители не считали его необычный рост проблемой. Напротив, они считали это благословением, так как это означало, что Андре мог быть более полезным в тяжелой работе на ферме. Андре мечтал научиться играть на гитаре, но его мечта так и не сбылась. Его пальцы были просто слишком большими и толстыми, чтобы управляться со струнами. Его также не приняли во французскую армию. Во время медицинского осмотра чиновники сказали ему, что он просто слишком большой. Не было ни оборудования, ни униформы, которые могли бы соответствовать его размеру. К 17 годам Андре уже был ростом 6 футов 3 дюйма и весил около 287 фунтов. Примерно в это время он решил заняться карьерой в рестлинге, который быстро набирал популярность. Переехав в Париж, Андре решил, что пришло время изменить свою жизнь. Он устроился на работу грузчиком, поднимая тяжелые грузы, и начал тренироваться с целью осуществить свою давнюю мечту стать известным рестлером. Он начал выступать под сценическим именем Жан Ферре и объединился с промоутером Франком Валуа, который организовывал для него бои по всей Франции, Великобритании, Австралии и нескольким африканским странам. Андре регулярно сражался и выигрывал каждый бой. Его необычайное физическое телосложение не оставляло его соперникам никаких шансов. Именно в это время его заметил французский-канадский рестлер Эдуард Карпентье. Он был впечатлен талантом и потенциалом Андре и убедил родителей молодого человека позволить ему переехать в Канаду, где его ждали большие возможности. В 1970 году Русимов отправился в Японию, где приобрел известность под именем Монстр Андре. Во время планового медицинского осмотра в Японии у него диагностировали акромегалию, состояние, вызванное избыточной выработкой гормона роста, которое продолжается даже после достижения взрослого возраста. Это приводит к аномальному увеличению тела. С аналогичными проблемами со здоровьем сталкивались и другие известные рестлеры и актеры, такие как Игорь Вовковинский, Биг Шоу и Гигант Гонсалес. Двое из них скончались до достижения 50-летнего возраста. Врачи предупреждали Андре, что без операции он может не дожить даже до 40. Но он боялся потерять то, что сделало его звездой, его необыкновенное физическое присутствие. Поэтому он решил принять свою судьбу и прожить отведенное ему время на полную катушку. Андре взял себе сценическое имя «Гигант» и начал работать с Всемирной Федерацией Рестлинга, WWF. На ринге он выглядел как неудержимый колосс, и его соперничество с рестлерами, такими как Джон Стут и Киллер Хан, привлекало огромное внимание публики. Фанаты начали называть его «восьмым чудом света». Он сражался с Халком Хоганом в 2 легендарных матчах. Он проиграл первый в 1987 году, но вернулся в следующем году, чтобы одержать победу, заработав значительный приз. По мере прогрессирования его болезни, Андре становилось все труднее оставаться активным в одиночных матчах. Поэтому его часто приглашали участвовать в командных матчах, где физические нагрузки были немного более управляемыми. Помимо карьеры в рестлинге, Андре также занялся актерской деятельностью. Зрители помнят его за роли Нестора Варгаса в «Зорро» и Дагота в «Конане Разрушителе». Но его самой любимой ролью был Фезик, добрый гигант в сказочном фильме «Принцесса-невеста». В одной из сцен его персонаж должен был поймать персонажа Робин Райт на руки, но из-за недавней операции на позвоночнике Андре пришлось использовать страховочную систему для безопасности. Тем не менее, это нисколько не уменьшило очарование фильма. Костная болезнь Андре причиняла ему постоянную боль, которую он пытался заглушить алкоголем. Это привело к его неофициальной репутации как величайшего выпивохи в истории. Друзья вспоминали, что он мог выпить от 119 до 106 банок за один вечер. В Канаде Андре получил прозвище «Андре Гигант», которое осталось с ним на всю жизнь. Он продолжал выигрывать матчи и быстро поднимался по карьерной лестнице в профессиональном рестлинге. В 1974 году он был упомянут в книге рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый рестлер того времени. Однако за кулисами многие называли его величайшим выпивохой на земле.
Это прозвище было не просто для показухи. Очень немногие могли утверждать, что способны выпить 42 литра пива всего за 6 часов. В одном документальном фильме двое знакомых Андре подтвердили, что лично видели, как он выпил более 73 литров пива за один вечер. Возможно, самая легендарная история из карьеры Андре как выпивохи произошла однажды ночью, когда он сидел в лобби отеля и выпил 127 банок пива. После того, как он закончил, он тут же заснул прямо за столом. Персонал отеля пытался его переместить, но быстро понял, что это невозможно. В конце концов, у них не осталось выбора, кроме как позволить гиганту спать там, где он был, пока он не проснулся на следующее утро сам. Документальный фильм 2018 года пролил свет на причины, стоящие за выбором образа жизни Андре. Как оказалось, он постоянно испытывал боль, особенно в спине и коленях. Его суставы просто не могли выдержать нагрузку от его огромного размера и веса. Состояние Андрея можно было бы частично исправить с помощью операции на гипофизе. Это остановило бы его рост и позволило бы его телу адаптироваться, либо естественным образом, либо с помощью дополнительных операций. Но Андрей был категорически против этой идеи. Вся его карьера, вся его идентичность были построены на том, что он был гигантом. Лечь под нож, чтобы остановить свой рост, казалось ему совершенно неправильным. Боль, часто невыносимая, была не единственной его проблемой. Мир вокруг него просто не был рассчитан на человека его размера. Он не мог поместиться в обычную машину. Попасть в лифт было проблемой, а стандартные дверные проемы были слишком узкими. В конце концов, Андре пришлось построить дом на заказ, где все, от дверных рам до мебели, было специально спроектировано для его огромного телосложения. Ему требовалась одежда и обувь на заказ. Портные и обувщики должны учитывать давление, которое его размер оказывал на ноги, создавая вещи, способные выдержать вес такого большого человека. Полеты были еще одной проблемой. Андрею всегда требовалось 2 места в самолете, а воспользоваться туалетом на борту было невозможно. Он просто не помещался внутри. Чтобы решить проблему, экипаж самолета завешивал его занавеской и давал ему ведро, чтобы он мог справить нужду, не покидая своего места. Все это сказывалось на его самооценке. Постоянные напоминания о том, что он отличается, что он не вписывается в нормальный мир, были глубоко болезненными. С одной стороны, его уникальность сделала его звездой. С другой стороны, это ежедневно напоминало ему, что он не на своем месте. Друзья считали, что этот постоянный эмоциональный конфликт и привел Андре к алкоголю. Алкоголь стал его единственным спасением от реальности, которая постоянно напоминала ему, что он не такой, как все. Андре Гигант, когда-то самый высокооплачиваемый рестлер в мире, был окружен легендарными спортсменами и актерами. Среди его друзей были Мухаммед Али, Арнольд Шварценеггер и Питер Маивия, дедушка голливудской звезды Дуэйна «Скалы» Джонсона. Андре скончался 27 января 1993 года в гостиничном номере, куда он приехал, чтобы присутствовать на похоронах своего отца. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Его тело просто больше не могло выдерживать нагрузку. На тот момент он весил более 560 фунтов и был почти 7 футов 4 дюйма ростом. Он официально ушел из рестлинга годом ранее, в 1992 году, и больше не выступал на ринге. Семья надеялась похоронить Андре рядом с отцом, но по завещанию тело кремировано, прах развеян на ранчо в Лебе, Северная Каролина. Это было место, которое Андре очень любил, где он проводил время, ухаживая за животными и играя со своей любимой собакой. После смерти Андре все его имущество унаследовала его дочь Робин. В течение своей жизни Андре мало общался с ней и неохотно признавал ее, так как никогда не был женат на ее матери. О личной жизни Андре Гиганта известно очень мало, и он никогда не вступал в законный брак. Тем не менее, у него была дочь от Джан Кристенсен. Робин Кристенсен Русимов Андре, который боролся с алкоголизмом, провел короткий период с Жан, бывшей моделью, которая позже работала журналистом. Их отношения были недолговечными, и остается неясным, были ли они когда-либо официально женаты. Хотя упоминается, что какая-то свадебная церемония имела место, никаких юридических документов, подтверждающих это, никогда не появлялось. Скорее всего, они расстались задолго до рождения их дочери, событие, которое стало неожиданностью для обоих. В начале 90-х Жан поделилась своими воспоминаниями в интервью, раскрывая, что она считала Андре бесплодным. Сначала Андре отрицал, что он отец, и потребовался анализ крови, чтобы подтвердить его отцовство. После этого он начал выплачивать алименты, сначала $750 в месяц, позже увеличив сумму до $1000.
Робин Кристенсен Русимов родилась в 1979 году. Несмотря на то, что она была признана своим знаменитым отцом, Андре почти не общался с ней и давал немного денег. К 12 годам Робин видела своего отца лишь 4 раза. Один раз в младенчестве, затем в 1,5 года, потом в 4 года. И, наконец, в ноябре 1991 года, когда их встреча длилась всего 5 минут. Когда Робин становилась старше, она начала понимать, что ее легендарный отец, по сути, был для нее чужим человеком. В одном из интервью она как-то сказала: «Он вроде как мой отец, но и не совсем понимаете, о чем я». Эти сложные отношения сохранялись и во взрослом возрасте. Она старалась узнать о нем больше, разговаривая с рестлерами, которые его знали. Но, как она призналась в интервью для CBS Sports в 2015 году, если вы не являетесь частью индустрии, невероятно сложно заставить кого-то открыться. Тем не менее, Робин верила, что если бы Андре прожил дольше, их отношения могли бы стать крепче. Несмотря на эмоциональную дистанцию, Андре позаботился о своей дочери в завещании, оставив ей значительную долю дохода от продажи его товаров. Это наследие, от которого она продолжает получать выгоду и по сей день. Что касается физического сходства, Робин, несомненно, унаследовала многие черты своего отца. Маленькие глаза, широкая челюсть и сильные скулы. Признаки гигантизма также заметны в ее внешности. Робин имеет рост около 5 футов 11 дюймов и весит более 220 фунтов. Сегодня Робин известна под прозвищем «Дочь великого Андре», титул, который она приняла, продолжая наследие своего отца в мире рестлинга. Работая с WWE, она зарабатывает около $500 тысяч в год. Однако, в отличие от своего легендарного отца, Робин ведет скромный образ жизни и, как правило, избегает внимания СМИ. Она крайне скрытна в отношении своей личной жизни и никогда не была замужем. В 2024 году Робин отпраздновала свой 45-й день рождения и наслаждается жизнью на своих условиях. Она ценит свою независимость, часто путешествует и живет свободно от ожиданий общества. По данным CBS Sports, Робин активно участвует во всех проектах, связанных с использованием имени или образа ее отца, будь то видеоигры, товары или другие формы медиа. Она также поддерживает тесные отношения с WWE. В 2017 году Робин посетила мероприятие WWE SmackDown, где встретилась с Натальей Нейтхарт, дочерью Джима Нейтхарта, одного из бывших соперников Андрея на ринге. В интервью для Sports Illustrated в 2020 году Робин говорила о самой культовой роли своего отца в кино. Она вспомнила, как впервые узнала о его появлении в классическом фильме 1987 года «Принцесса-невеста», где он сыграл доброго гиганта Фезика. Когда моя мама повела меня смотреть фильм, я до сих пор помню момент, когда они решили похитить Баттеркап. Я воскликнула: «Это мой папа», — вспомнила Робин. Он был невероятно горд этой ролью. Во многих отношениях он вложил себя в этого персонажа. Он был таким добрым. Все вложили столько души в свою работу, и это было заметно. Робин также упомянула, что ее отец работал вместе с талантливыми актерами, такими как Мэнди Патинкин и Кэрри Элвис. Позже Кэрри пригласил Робин на специальный показ фильма в Бруклине. Из всех людей, с которыми мой отец работал в рестлинге и в Голливуде, Кэрри – один из немногих, с кем мне действительно нравится говорить о нем, сказала она CBS Sports. В 2018 году, когда вышел документальный фильм «Андре Гигант», Робин дала несколько интервью. Она выразила надежду, что фильм поможет фанатам понять, кем на самом деле был ее отец, не только как Андре Великий, но и как реальный человек. «Эта публичная персона никогда не имела для меня большого значения», — сказала Робин. «Когда я видела его, он был просто моим папой. Я наблюдала за ним за кулисами, а не на ринге. Я не следила за матчами, я видела его за кулисами. Так что я видела до и после, но не во время». Он действительно был добрым гигантом. Несмотря на сложные отношения, которые у них были при его жизни, Робин Кристенсен Русимов стала живым продолжением наследия Андре Гиганта. Никто не застрахован от ошибок, и, возможно, сейчас, глядя сверху, Андрей действительно гордится женщиной, которой стала его дочь. Дайте нам знать в комментариях, что вы думаете об этой истории. Правильным ли было решение Робин пойти по стопам своего отца? На сегодня это все от меня. Берегите себя и до встречи в следующий раз.